Привет! Если тормозит YouTube, то внизу есть ссылка на надежный VPN. Сегодня я расскажу об одной из самых темных страниц советской истории. Утром 30 августа 1918 года в полукруглом подъезде бывшего дворца Министерства иностранных дел на подоконнике сидел молодой человек. Он смотрел в окно на площадь, где по своим делам спешили жители Петрограда. Минут через 20 послышался звук мотора, и к подъезду подкатил роскошный автомобиль. Из него вышел невысокий полный человек. Он подошел к лифту и стал ждать. В этот момент молодой парень спрыгнул с подоконника, достал пистолет и выстрелил мужчине в голову, прямо перед открывающимися дверями лифта. А затем бросился бежать. Парень явно не был профессионалом, он забыл свою фуражку на подоконнике. На улице не спрятал пистолет, а прям с ним запрыгнул на велосипед и попытался скрыться. За ним бросились в погоню. Около одного из домов убийца бросил велосипед, вломился в квартиру на первом этаже, схватил с вешалки чужое пальто и попытался незаметно уйти. Но его схватили сразу, как он показался на улице. Его звали Леонид Кенигиссер, а его жертву Моисей Урицкий. Первый юнкер и поэт, второй председатель Петроградской ЧК. По совпадению, в тот же день в Москве Фанни Каплан совершила неудачное покушение на Ленина. Вождь революции был серьезно ранен. Большевистские газеты стали вопить о мести. Эта дата, 30 августа 1918 года, считается стартом красного террора. Через 3 дня было выпущено обращение в ЦИК. 5 сентября постановление Совета народных комиссаров о концентрационных лагерях для врагов революции и о публичных расстрелах для заговорщиков и мятежников, с обязательной публикацией имен расстрелянных на страницах газет. Руководитель ВЧК Феликс Дзержинский заявил, что красный террор – это средство устрашения и уничтожения врагов революции по принципу их классовой принадлежности. Можно ли считать, что во всем виноват Кенигиссер, который убил Урицкого? Или это был только повод к началу массовых расправ? После ареста он вроде бы заявил, что хотел искупить вину своей нации за содеянное евреями-большевиками. «Я еврей. Я убил вампира-еврея, каплю за каплей пившего кровь русского народа. Я стремился показать русскому народу, что для нас Урицкий не еврей, он отщепенец. Я убил его в надежде восстановить доброе имя русских евреев». По другой версии, он мстил за своего друга юнкера Владимира Перельцвейга, расстрелянного накануне. В любом случае, оба эти мотива указывают на то, что у Кенигиссера были личные причины убить Урицкого. Но молодая советская власть увидела в произошедшем часть масштабного заговора, который был организован иностранными и контрреволюционными силами. Тем более, что убийство высокопоставленного чиновника и покушение на самого Ленина сильно били по репутации ВЧК, и чекистам срочно понадобилось доказать свою эффективность. Вообще, после заключения весной 1918 года Брестского мира, дела большевиков шли все хуже и хуже. Внутри страны справиться со спекуляцией, разрухой и голодом не удавалось, а на окраинах уже поднимались белые силы. Опирались большевики лишь на немногочисленных фанатиков в Москве и Петрограде. Немногочисленных, конечно, в масштабах страны. В 2 столицах-то их власть была достаточно прочной, и ее решили укрепить с помощью одного из самых эффективных инструментов – страха и террора. Начал выходить еженедельный ВЧК, в первом номере которого был вот такой вот текст. Расхлябанности и миндальничанию должен был немедленно положен конец. Все известные правые эсеры должны быть немедленно арестованы. Из буржуазии и офицерства должно быть взято значительное количество заложников. При малейших попытках сопротивления должен применяться массовый расстрел. Тыл наших армий должен быть, наконец, окончательно очищен от всякой белогвардейщины и всех подлых заговорщиков против власти, рабочего класса и беднейшего крестьянства. Ни малейших колебаний, ни малейшей нерешительности в применении массового террора. То есть никто даже особо не пытался скрыть, что лозунг «Родину спасут массовые расстрелы» — это не просто лозунг.
Уже 3 сентября в Петрограде было расстреляно 512 человек. Из сидевших в тюрьмах бывших министров, генералов, профессоров. Практика взятия заложников применялась большевиками уже давно, поэтому к осени 18 года все тюрьмы были переполнены. А тут появилась возможность таким вот радикальным способом эти тюрьмы освободить. Первые годы после революции – это тотальная неопределенность. В завтрашнем дне не уверен никто, ни самый последний дворник, ни вождь мирового пролетариата. Бешеная инфляция. В разных регионах страны ходят разные деньги. Ничего не понятно. Сейчас со стабильностью тоже не очень, но это не значит, что все пропало и деньги никак нельзя сохранить и приумножить. Тренд последних лет – это инвестиции. Все больше людей открывают для себя этот путь к финансовой свободе. Я уже во второй раз хочу вам порекомендовать телеграм-канал Академия трейдинга. Его ведет Роберт, эксперт рынка с 10-летним опытом. Он делится знаниями, рассказывает про стратегии и публикует сигналы для сделок. Все понятно и доступно, а главное абсолютно бесплатно. Вы можете самостоятельно научиться по его урокам и опробовать новые знания на практике. А можете пойти другим путем и присоединиться к закрытому каналу Роберта, где он делится уже готовыми сигналами, по которым сам совершает сделки. Конечно, не стоит ждать золотые горы. Реальный трейдинг – это сложная работа, а не получение профита из воздуха. Ну а почему бы не попробовать, верно? Начать легко. Напишите Роберту «Хочу в команду», и он добавит вас в закрытый канал абсолютно бесплатно. Присоединяйтесь к каналу и начните зарабатывать вместе с реальным профессионалом. Ссылка на телеграм Роберта и его личный контакт будет в описании под видео. Итак, об этом первом расстреле написали в «Известиях», а вскоре к ним присоединились и другие газеты, в том числе региональные. Информация о казнях стала там постоянной рубрикой, типа гороскопов. Все происходило в атмосфере абсолютной публичности. И тем не менее, сегодня назвать точное число жертв красного террора довольно сложно, ведь публиковались далеко не все имена. По Петрограду вообще гуляли самые дикие слухи, что часть заключенных чекисты вывезли на барже в Финский залив и там утопили, предварительно обвязав всех ключей проволокой, или что в Кронштадте расстреляли еще 400 человек без всяких отчетов. Все это говорило не только о массовости расстрелов, сколько о том, что пропаганда работала. Люди стали бояться. Ну и попробуй не испугаться, когда в каждой газете пишут такое: на единичный террор наших врагов мы должны ответить массовым террором. За смерть одного нашего борца должны поплатиться жизнью тысячи врагов. Или вот еще. Наши города должны быть беспощадно очищены от буржуазной гнили. Все эти господа будут поставлены на учет, и тех из них, кто представляет опасность для революционного класса, уничтожены. Гимном рабочего класса отныне будет песня ненависти и мести. Ну и фиг с ними, с газетами. Они могли просто гнуть партийную линию и специально сгущать краски ради эффекта. Но ведь ровно в таком же ключе рассуждали и революционные вожди. Вот, например, цитата Зиновьева. «Нам с ними не жить на одной планете. Нам нужен собственный социалистический милитаризм для преодоления своих врагов. Мы должны увлечь за собой 90 миллионов из 100, населяющих Советскую Россию. С остальными нельзя говорить, их надо уничтожать». А вот слова Дзержинского, руководителя ЧК. «Пусть рабочий класс раздавит массовым террором гидру контрреволюции. Пусть враги рабочего класса знают, что каждый задержанный с оружием в руках будет расстрелян на месте, что каждый, кто осмелится на малейшую пропаганду против советской власти, будет немедленно арестован и заключен в концентрационный лагерь». Неудивительно, что регионы активно поддерживали такой угар борьбы с тем, кого они считали врагами советской власти. Нижегородская ЧК. Преступное покушение на жизнь нашего идейного вождя, товарища Ленина, побуждает отказаться от сентиментальности и твердой рукой провести диктатуру пролетариата. В силу этого комиссией расстрелян 41 человек из вражеского лагеря. И дальше прилагался список. Офицеры, священники, бывшие чиновники, редактор газеты, а еще почему-то лесник. А дальше пошло-поехало.
В ответ на убийство товарища Урицкого и покушение на товарища Ленина красному террору подвергнуты в Харьковской губернии 3 летчиков, в Смоленской 38 помещиков, в Псковской расстреляли целую семью Росляковых из 5 человек, а в Ярославской 2 семьи. И все ради мести за вождей. Звучит ужасно и по-людоедски, но интересно здесь даже не это. Посмотрите на еще одну цитату из еженедельника ВЧК. Среди других расстреляны артельщик Кубинский за ограбление, 2 матроса за то же, комиссар ЧК Пискунов, пытавшийся продать револьвер милиционеру, 2 фальшивомонетчика. Артельщик, матросы, комиссар ЧК – все они как-то совсем не вписываются в стройную большевистскую теорию классовой борьбы, не правда ли? Я имею в виду, что ведь под красным террором вроде как должно было подразумеваться уничтожение классовых врагов, а не точно таких же рабочих или тем более чекистов. Это еще одна иллюзия гражданской войны, что красный террор был направлен только против представителей других классов. Конечно, публично большевики утверждали, что репрессии проводятся только против разных помещиков, дворян и буржуев. И даже их враги-белогвардейцы уже в эмиграции, когда будут пытаться анализировать причины своего поражения, тоже будут говорить, что белому террору не хватило системности. Типа, вот большевики расстреливали всех, кто не рабочий. Вот и нам надо было не заморачиваться, а вырезать весь пролетариат. Тогда бы и победили. Но в реальности красный террор хоть и был системным, но не в том, что касалось казней представителей враждебных классов. Начать хотя бы с того, что главные организаторы красного террора, Ленин и Дзержинский, были дворянами. Десятки тысяч дворян воевали в Красной армии. Да, большевики постоянно декларировали классовую борьбу, но если вчитываться в инструкции, то там расстрел предписывался не только классовым врагам, но и всякому криминалу, грабителю и фальшивомонетчикам, а также, например, спекулянтам. Вырастили вы у себя в деревне мешок картошки, повезли его продавать в город, вот вы уже и спекулянт, вас ставят к стене. А какого вы при этом происхождения, дворянского или крестьянского, вообще никого не волнует. По тем цифрам, что у нас есть, видно, что крестьян и рабочих красные расстреливали с тем же энтузиазмом, что и дворян с интеллигенцией. Собственно, одним из первых актов красного террора стал расстрел именно рабочих. Правда, этот эпизод можно отнести к красному террору неофициально, потому что случился он за 1,5 месяца до убийства Урицкого и, следовательно, до объявления террора на самом высоком уровне. В общем, в Березовском заводе, неподалеку от Екатеринбурга, рабочие проводили митинг против большевистских комиссаров, которые начали строить в их городке светлое будущее с того, что захватили самые лучшие дома, а с их бывших жителей собрали по 150 рублей контрибуций и принялись их пропивать. Рабочим такой военный коммунизм не понравился, и они вышли с протестом. В митинг сначала расстреляла Красная гвардия, 15 рабочих погибло. На следующий арестовали и расстреляли еще 14 человек, тоже рабочих. Этот эпизод никак нельзя записать в классовую борьбу, тем не менее большевики тут для себя никаких проблем не видели. Расстреливали действительно всех подряд, классовый подход проявлялся в другом. Если крестьянину или рабочему надо было что-то сделать, чтобы быть расстрелянным, спекулировать или протестовать, то остальных просто брали по списку. Заложников красные стали брать едва только пришли к власти. Сначала составляли список всех буржуев города. Потом по нему людей арестовывали. Не всех подряд, конечно, но главное, чтобы твоя фамилия была в этом списке. Потом арестованных месяцами держали в тюрьмах, используя как аргумент в политических переговорах. Будете нам сопротивляться, расстреляем заложников. И когда дело дошло до красного террора, жертв чекистам искать не пришлось. У них все тюрьмы были забиты классово чуждыми. Они шли первыми в расход, а уж потом хватали и расстреливали спекулянтов и грабителей. После расстрелов в губернских ЧК пошли отчеты о расстрелах в небольших городах, составленные в энергичном плакатном стиле той эпохи. Что-то там про врагов революции, народный гнев, месть, призывы ударить в 10 раз сильнее. И далее списки казненных и арестованных. Это тоже показывает, что красному террору было далеко до той системности и организованности, которую ему приписывали сами большевики и их враги-белогвардейцы. Везде была какая-то самодеятельность,
последовательность. Везде красный террор понимали, как им вздумается. В Моршанске расстреливали, а в Торжке только брали заложников. В Иванове-Вознесенске взяли 184 заложников. В Перми расстреляли 50 человек, а, например, 47 человек порубили шашками. Это, конечно, далеко не масштаб 1937 года, где на расстрелы выдавались лимиты из Кремля. В начале советской власти не было строгой отчетности, планов и даже какого-то общего понимания, когда и зачем нужно казнить. В 18 году убивали легко и весело. Началось то, что Ленин называл революционным творчеством масс. Большевистская верхушка рассматривала красный террор как политику устрашения, но само это устрашение видела лишь в публичности казней. В одном месте посадят в тюрьму десяток богачей, дюжину жуликов, полдюжины рабочих, отлынивающих от работы. В другом поставят их чистить сортиры, в третьем снабдят их желтыми билетами, чтобы весь народ надзирал за ними, как за вредными людьми. В четвертом расстреливают на месте одного из 10 виновных в тунеядстве. В пятом придумывают комбинации разных средств и путем, например, уголовного освобождения добьются быстрого исправления элементов из богачей, буржуазных интеллигентов, жуликов и хулиганов. Чем разнообразнее, тем лучше. Если почитать другие записочки Ленина, то там можно найти немало кровожадных приказов, но смысл их сводился к тому, чтобы население о казнях узнавало. Типа расстрелять мятежников и отчитаться об этом в газетах вот так вот надо. А приказов пытать и насиловать ни Ленин, ни руководство ЧК не давало. И тем не менее, пытки и насилие пошли сплошным потоком. Почти всех женщин перед расстрелом насиловали, мужчинам часто отрезали половые органы, в застенках ЧК кололи иглами пятки, подвешивали на дыбе, экспериментировали с древними китайскими пытками вроде крысы, которые заставляют вгрызаться в тело человека. Мы об этом знаем, потому что красный террор происходил на фоне гражданской войны с подвижной линией фронта. Когда красные отступали из какого-то города и его занимали белые, то в застенках ЧК они находили плюс-минус одну и ту же картину – кровавую бойню. В камерах сотни надписей на стенах, где люди рассказывали о пытках и прощались с белым светом перед расстрелом, а в сейфах следователей бесчисленные флаконы с коксом. Белые все это документировали, создавали многочисленные комиссии по расследованию, собирали свидетельские показания. Понятно, что они были заинтересованными людьми, чтобы лишний раз очернить большевиков. Вероятно, далеко не все из этих отчетов были правдой, но общий вайб очевидно был как раз такой, потому что есть уж очень много похожих историй из разных городов. Официально красный террор длился всего 2 месяца. Его остановили 6 ноября 1918 года, но неофициально он продолжался всю гражданскую войну. Число его жертв оценивается с большим разбросом. По некоторым данным, расстреляно около 6 тысяч человек. Меньшевик Мартов называл цифру в 10 тысяч. Белые исследователи писали о 30 и даже о 50 тысячах казненных. Высокопоставленный чекист Лацис после гражданской войны написал большой отчет о работе ВЧК. Этот отчет стал официальной советской статистикой красного террора. В нем Лацис сообщал, что в 1918 году и за 7 месяцев 1919 года были расстреляны 8389 человек. А еще этот Лацис открыто писал, что никого не должно удивлять, что часто большевики расстреливали людей вообще без какой-либо вины. Мол, нефиг заламывать руки и говорить об отсутствии улик. Первым делом следователей интересовало, к какому классу принадлежит обвиняемый, какое у него образование и какова профессия. Этого достаточно, чтобы решить его судьбу. Сами чекисты вполне себе признавали, что террор продолжался и после его официального завершения. Более того, убийство Урицкого и покушение на Ленина на самом деле не были началом террора. Давайте вернемся в самое начало нашей истории. Юнкер убивает чекиста Урицкого за то, что накануне расстреляли его друга. Как это было, если террора еще не было? Ну, можно сказать, что казнить можно и без террора, по приговору суда. Но прикол в том, что и смертной казни тоже не было. Это очень интересный момент, на котором стоит остановиться поподробнее. Большевики отменили смертную казнь на следующий день после захвата власти. У такого решения было несколько причин. Во-первых, большевики до революции и после
после нее это, как говорится, две большие разницы. До революции большевики были прогрессивными социалистами, носителями европейских идей и всяческого гуманизма. И, конечно же, они были против смертной казни. Они считали ее способом эксплуататоров подавлять эксплуатируемых. А в новом прогрессивном социалистическом обществе, которое они собирались построить, смертная казнь, конечно же, нужна не будет. Разделяли такое мнение далеко не все. Ленин, например, уже до революции призывал ориентироваться на французский опыт, где революционеры тоже начинали с гуманизма, но потом быстро поняли, что без гильотины светлого будущего не построить. В этом плане у Ленина была классическая гагентонская мораль, где смертная казнь против рабочих и крестьян – это плохо, а смертная казнь против дворян и буржуев – хорошо. Но все-таки многие в партии продолжали быть идеалистами, так что отмена смертной казни на следующий день после революции была для большевистской партии вполне естественной. А во-вторых, это было немного лукавством. Дело в том, что в Российской империи смертной казни не было уже довольно давно. Временное правительство ее тоже официально отменило, но потом вернуло, когда фронт начал разваливаться. Казнить предполагалось в основном антивоенных агитаторов, то есть как раз большевиков. Так что, отменяя смертную казнь, большевики не только делали себе хороший пиар, но и спасали своих однопартийцев от петли. Но оказавшись при власти, большевики быстро поняли, что без насилия им не удержаться. По некоторым данным, первые расстрелы случились сразу после взятия Зимнего. В январе 1918 года красные матросы и солдаты ворвались в госпиталь, где лежали два депутата Госдумы, и закололи их штыками. Ладно, это можно было списать на народную стихию. Но ведь расстрел рабочего митинга под Екатеринбургом, на него уже не спишешь. Ничего страшного. Большевики ввели термин «внесудебные казни». Внесудебные, потому что по суду казнить было нельзя. Смертной казни ведь нет. А без суда почему бы и не расстрелять? Поэтому еще до начала красного террора жертвами большевиков стали тысячи людей. И после его окончания ничего не изменилось. Людей как расстреливали, так и продолжали расстреливать. Так зачем понадобилось его объявлять? Как я уже говорил, просто для устрашения. Большевики сильно испугались после убийства Урицкого, покушения на Ленина и прокатившихся по стране восстаний против их власти. И решили сами всех запугать. Поэтому что вводили, что отменяли, красный террор только в пропагандистских целях. На практике ничего не менялось. То же самое происходило со смертной казнью. Большевики всю гражданскую войну ее то вводили, то снова отменяли, но расстрелы не прекращались. Точнее, отмена смертной казни имела практические последствия, но только печальные. Рядовые исполнители ведь не знали, что там у их лидеров в Кремле на уме. Всерьез они смертную казнь на этот раз отменяют или как обычно. Поэтому каждый раз накануне вступления приказа в силу в тюрьмах ЧК начинался массовый забой людей. Палачи стремились избавиться от свидетелей и просто тех, кого считали своими опасными врагами. Обычно, когда рассказывают о репрессиях, в центр истории ставят жертв, чтобы показать трагизм происходящего. Однако я хочу немного рассказать о палачах, потому что статистика статистикой, приказы приказами, но за всем этим стояли живые люди. Ленин писал статьи в газеты и письма в наркоматы. Дзержинский отдавал приказы и сочинял инструкции. Но реально механизм террора работал благодаря тысячам малоизвестных мужчин, простых тружеников петли и нагана. Кем были эти люди? Тяжело ли им было расстреливать сотнями за день? Мучила ли их совесть? Снились ли им кошмары? Как они организовывали и совершенствовали свое непростое дело? Приготовьтесь, мы спустимся в чекистский подвал и познакомимся с обитающими там монстрами. Первая проблема, с которой столкнулись организаторы красного террора, это острая нехватка исполнителей смертных приговоров. Согласитесь, работа эта специфическая, и не каждый человек на нее способен. Конечно, у большевиков за плечами были десятилетия подпольной деятельности, а многочисленные ограбления, отряды боевиков-красногвардейцев. В общем, были среди них люди, готовые нажать на курок и не боявшиеся вида крови. Однако это были очень ценные кадры, самые проверенные товарищи, и им нашлась другая, более важная работа. Они шли в руководство ВЧК, в революционные трибуналы, в советские шпионы, но прежде всего в Красную армию.
А кто же тогда будет расстреливать? Сперва пробовали использовать многочисленных идеалистов, примкнувших к большевикам. Все эти недоучившиеся студенты и бывшие школьные учителя, начитавшись умных книжек, поверивших в коммунизм и согласных, что ради светлого будущего надо не бояться испачкать руки. Быть палачами эти люди очень старались, но не вывозили. Слишком тонкая у них была душевная организация. Как тогда говорили, плачем, но расстреливаем. Это были ненадежные исполнители, они очень быстро сходили с ума. Например, в Саратове был бывший студент, который сначала очень бодро расстреливал, славился безжалостностью к врагам революции, быстро поднялся по карьерной лестнице, а потом начал чудить. Вместо расстрелов приказывал выводить жертвы на речной лед, зашивать в мешки и бросать их в прорубь. Его спросили, а зачем такие сложности? Тот начал объяснять, его послушали, поняли, что кукушка-то все, отлетела. Осенью 1918 года, после первой волны красного террора, множество исполнителей и организаторов расстрелов были сняты со своих должностей по причине сумасшествия. На них доносили в Кремль их же коллеги, которые тупо начинали бояться работать с ними бок о бок. Был у большевиков и другой ресурс кадров для такой работы – всякий уголовный сброд. Один из самых известных таких персонажей – Степан Саенко, бывший каторжанин и дезертир, ставший в гражданскую войну комендантом Харьковского ЧК. Это был более подходящий человеческий материал. Такие как Саенко от крови с ума не сходили, но у них была другая проблема – пьянство и наркомания, и как следствие этого садизм. Один из выживших в харьковских застенках узников рассказывал, как пьяный и нанюхавшийся кокса Саенко приходил в камеру под вечер, забирал 3-4 человек, выводил их во двор и там начинал медленно убивать, протыкая ножом и раскручивая его в ране. Саенко пережил и гражданскую войну, и сталинские репрессии. Он умер в 70-е в Харькове заслуженным советским пенсионером, легендарным борцом за установление советской власти. На его надгробии безутешные друзья, коллеги и родственники написали «Спи спокойно, дорогой Степочка». В общем, и с уголовниками тоже были проблемы. А самые лучшие палачи поначалу получались из наемников. Собственно, первый публичный советский расстрел адмирала Счастного произвели китайцы. В Первую мировую войну в Россию привезли тысячи китайцев для земляных работ. А когда империя развалилась, все эти люди оказались брошены на произвол судьбы в совершенно чужой для них стране. И когда их подобрали большевики, вооружили, стали хорошо им платить и использовать как карателей, благо китайцам деваться было некуда, они понимали, что без большевиков их тут моментально всех перебьют. Китайские пулеметчики стали в гражданскую войну легендой, их боялись как адских демонов. Однако у китайцев был недостаток. Они почти не знали русского языка и страну, в которой оказались, так что использовать их можно было только как грубую военную силу. В наше время, когда СССР давно развалился, осколки его главной спецслужбы живут своей жизнью и по-разному себя позиционируют. Российская ФСБ и белорусская КГБ гордятся своей преемственностью первыми советскими чекистами, а украинская СБУ, наоборот, такую преемственность отрицает. Но это все не важно, потому что на самом деле все они не похожи на первые ЧК. Сейчас эти организации стали важными институтами, без которых невозможно представить жизнь в государстве. В стране могут сменяться президенты, может измениться даже общественно-политический строй, но госбезопасность остается на своем месте. У первых чекистов ситуация была иная. Они были карательным отрядом не всей страны, не просто аппарата государства, а конкретной партии, захватившей власть. Боевой отряд с заряженной идеологией и практически полным карт-бланшем на насилие. Некто Нежданов в 1920 году посетил главное чекистское издание Советской России – Большую Лубянку, и описал ее так. Все эти помещения и дома окружены сторожевыми постами. Окна взяты в железные решетки, вокруг и около несметное количество большевистских шпиков. И легко себе представить, с каким старанием москвичи обходят эти улицы и переулки ужаса и крови. Центральная фигура Лубянки – мага, латыш со зверским злым лицом, уже не молодой, никогда почти не разговаривающий с заключенными. Молчание своего мага прерывает только для ругани и угроз. Особенно оживлен мага в дни, предшествующие ночным расстрелам. По оживлению палача, ожидающие расстрела очень часто определяют, что сегодня их возьмут на мушку.
Петр Магго – начальник внутренней тюрьмы на Лубянке. Он пришел в ВЧК в 1918 году. Сначала работал надзирателем, потом был назначен начальником тюрьмы с единственной должностной обязанностью – исполнение смертных приговоров. Магго очень любил это дело – стрелять людям в затылки. По воспоминаниям сослуживцев, во время каждого выстрела он испытывал что-то вроде сексуального оргазма или наркотического прихода. А под утро, перестреляв пару десятков человек, Магго порой начинал кидаться с наганом на коллег-палачей. Ну вот перло человека с его работы. И советская власть такое рвение ценила. Петр Магго проработал палачом все 20-е и 30-е годы, убив примерно 10 тысяч человек. Был награжден орденом Ленина, Красной Звезды, Красного Знамени и, конечно же, знаком почетный работник ВЧК ГПУ. Сохранились его советы начинающим палачам. Да, в свободное время от расстрелов Магго еще и лекции читал. Такой вот палач-научпопер. У того, кого ведешь расстреливать, руки обязательно связаны сзади проволокой. Велишь ему следовать вперед, а сам за ним. Где нужно, командуешь вправо, влево, пока не выведешь к месту. Там ему дуло в затылок и трах! И одновременно даешь крепкий пинок под задницу, чтобы кровь не обрызгала гимнастерку и чтобы жене не пришлось опять ее отстирывать. Карьеру Петра сгубил алкоголизм. В запои он уходил еще и до революции. А палачам на работе пить никто не запрещал. Наоборот, руководство ВЧК понимало, что массовые убийства – непростое дело для психики, и заботилось о своих сотрудниках. Им на расстрелы привозили спирт ведрами, накрывали хороший стол закусок. Жертв в подвал приводили партиями, что в перерывах уставшие чекисты могли выпить. К 40-м Магго откровенно спился и стал явно ненормален, так что его уволили, а через год он застрелился в приступе белой горячки. Большой проблемой массовых убийств является утилизация трупов. Обычно тела жертв отвозили куда-то за город и там закапывали. Однако под утро все палачи уже были пьяными, так что постоянно случались проблемы. В Астрахани, например, постоянно падали трупы с телег, и днем горожане могли найти по ним массовое захоронение. А в Саратове пьяные палачи вечно ленились закапывать тела казненных. А так забрасывали их листвой или снегом, и весь город знал, в каком овраге они лежат. После каждого массового расстрела горожане шли в тот овраг искать среди казненных своих родственников. В провинции такой беспорядок был везде. И что в итоге? Красный террор – это не только 2 месяца действия декрета. Это кровавый маховик, который раскручивался до конца гражданской войны. Никто не вернул людям ни убитых родственников, ни их добрые имена. Парадокс в том, что хоть большевики и декларировали уничтожение врагов по классовому признаку, под раздачу попадали вообще кто угодно, включая простых рабочих. И все это происходило не где-нибудь, а в стране, которая обещала всему миру новую эру свободы и равенства. Террор как способ править – штука проверенная, универсальная, и вы всегда доступны. Легко представить, как кто-то снова начинает апеллировать к чрезвычайным мерам во имя высокой цели, ради которой надо замочить всех плохих людей. Жаль, что до сих пор на эту идею готовы ввестись очень многие. Нисколько не задумываясь, что среди врагов в какой-то момент могут оказаться и они сами. Спасибо за просмотр, ну и не забывайте ставить лайки, писать комментарии. Если плохо работает YouTube, напоминаю про Дурев VPN. Ссылка на установку и инструкция есть в описании. Ну и по традиции призываю вас подписаться на наш Patreon или спонсор. Эти скромные донаты продолжают нас поддерживать и мотивируют работать дальше и лучше. Для тех, кому не хочется разбираться в этих площадках, мы сделали закрытый телеграм-канал. Там плюс-минус то же самое, ролики без рекламы, личные истории и инсайды. Ну и как обычно, говорю спасибо тем, кто уже давно нам помогает. Это Влад, Николай Грищенко, Душный Дэн, Водолей, Крейзи Кэт, Анна Макунина, Денис Романов, Даниил, Нона Шинкаренко, 24 of them, Донбассянин в стране басков, секс-инструктор НАТО с визиткой Яроша на Абрамсе и вот эти замечательные люди. Всем еще раз спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.